Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как кормить собаку, если у нее диабет. Для начала напомню, что диабет – это нарушение обмена веществ, при котором нарушается уровень сахара в крови. Почему возникает это нарушение? Для того, чтобы организм мог перерабатывать питательные вещества в энергию, нужны две вещи – глюкоза и инсулин. Глюкоза – это источник энергии для организма, который поглощается клетками. Чтобы глюкоза попала в клетки, необходим инсулин. Инсулин отвечает за то, чтобы глюкоза попала именно внутрь клетки. И если связь между инсулином и глюкозой нарушается, то тогда и возникает диабет. Если возник диабет, то успешный его контроль складывается из трех составляющих. Это инсулинотерапия, диета и двигательные нагрузки. Если возник диабет, то без инсулина, конечно же, не обойтись. При помощи инсулина можно успешно контролировать диабет у собаки. Инсулин инсулином, но диета является неотъемлемой частью контроля данного заболевания. Ведь по большому счету диабет в большинстве случаев как раз и возникает при неправильном питании у собак. Если возник диабет, то обычное кормление уже не подойдет. Собаке надо давать специальную диету. Диета может быть основана на даче собаки или специальных промышленных диет, или это может быть кормление натуральными кормами. Диабет становится все более распространенным заболеванием. А потому очень многие фирмы выпускают специальные диеты для контроля диабета. Сегодня поговорим о натуральной диете при диабете собак. И диета, состоящая из натуральных кормов, и диета промышленная для контроля диабета имеют общие подходы к ее составлению. Питание животного, больного диабетом, должно быть направлено на решение двух задач в комплексе. Первая задача заключается в том, чтобы регулировать уровень сахара в крови. Вторая, чтобы бороться с лишним весом. Рацион больного животного должен состоять из умеренно калорийных и жирных продуктов, быть богатым белками и сложными или длинными углеводами. Простые углеводы в рационе собаки должны быть заменены на различные сложные углеводы. Это позволяет увеличивать уровень глюкозы в крови медленно, избегая максимумов и минимумов, которые происходят при потреблении простых углеводов. Калорийность сложных углеводов должна составлять около 40% от всего рациона, что значительно выше, чем у здоровых собак, без диабета. Что такое сложные или длинные углеводы? Сложные углеводы – это полисахариды, состоящие из длинных цепочек молекул. Они постепенно расщепляются до простых углеводов, в основном до глюкозы. А пищевые волокна не усваиваются организмом и вовсе. При потреблении продуктов, содержащих сложные углеводы, глюкоза высвобождается медленно, пики не наблюдается, а значит инсулина требуется намного меньше, что при контроле диабета очень важно. Продукты, содержащие сложные углеводы, требуют времени и усилий организма для расщепления и усвоения, тогда как простые углеводы усваиваются максимально быстро. Роль играет и то, что клетчатка не переваривается в желудке собаки, однако играет важную роль в процессе пищеварения. Считается, что подобные продукты являются полезными углеводами. Кроме этого, они являются пребиотиками и улучшают микрофлору кишечника. Скорость расщепления углеводов характеризуется гликемическим индексом. Это условный коэффициент, показывающий, с какой скоростью углеводы усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Все продукты сравниваются с гликемическим индексом глюкозы, который равен 100 единицам. Поэтому рацион собаки должен иметь в своем составе такие продукты, которые требуют минимум инсулина для его расщепления. В рационе животного должны преобладать белок и клетчатка. Количество углеводов следует минимизировать. Собаке можно давать мясо птицы, нежирную свинину, говядину, нежирную морскую рыбу, субпродукты, яйца, овощные супы с зеленью, маложирный творог. А белка в рационе должно быть до 60%, а то и все 70%. Из рациона исключаются белый рис, консервы, жирное мясо, овсяная крупа, лакомства, пшеничная и кукурузная мука. Я уже не говорю о всевозможной выпечке, кондитерских изделиях, а также любых продуктах, которые в своем составе содержат подсластители. Это категорически запрещено давать собаке, у которой есть диабет, даже в самых минимальных количествах, даже в виде лакомства, так как все эти продукты имеют высокий гликемический индекс. Содержание в рационе сложных углеводов
Фиксированное количество белка и ограниченное содержание жиров способствуют постепенному поглощению углеводов и уменьшению колебаний уровня глюкозы в крови, а также их потере веса. В сбалансированном натуральном рационе содержатся важные микроэлементы, например, ванадий и хром. Эти микроэлементы полезны для поджелудочной железы. Они помогают поджелудочной железе вырабатывать больше инсулина. И благодаря этому со временем уменьшается доза инсулина, которую нужно вкалывать. Сахарный диабет у собак имеет благоприятный прогноз до тех пор, пока заболевание лечится и надлежащим образом контролируется. Контроль диабета – это инсулин, правильная диета и умеренные физические нагрузки. Что касается правильной диеты, основанной на натуральном корме, то я думаю, что мне удалось донести ее основные моменты. Еще раз повторюсь, что в рационе больной собаки не должно быть много жира и углеводов. Рацион больного животного должен состоять из умеренно калорийных и жирных продуктов, быть богатым белками и длинными углеводами. В обязательном порядке в данном рационе должна присутствовать клетчатка, которая не переваривается организмом. Вот, пожалуй, и все. Ничего сложного. Ну, а пока на этом все. Берегите своих собак, кормите их правильно, и никакие диабеты им будут не страшны. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!